Всем привет! Всем нашим туристам, кто отдыхает в Таиланде, а точнее в Паттайе, предлагает экскурсию в Бангкок. Это столица Таиланда. Ну, экскурсии туда разные, программа экскурсий туда разная. Мы выбрали с друзьями программу «Новый вечерний Бангкок». Она на целый день. Нас привезут уже поздно вечером обратно в отель. Экскурсия не дешевая, ну, смотря кому как, конечно. Она стоит 3100 бат. И поэтому я решил снять видеоролик. Это ролик будет полезен тем, кто собирается на такую же экскурсию. И, посмотрев этот видеоролик, ну, подумает, решит, стоит ли ему тратить такие деньги или не стоит. Или как бы выбрать другую экскурсию. В общем, едем, смотрим. Думаю, будет интересно. Босс армянский пришел. Здорово. Привет. У нас микроавтобус получается. Экскурсия Бангкок. Собираемся. Забираемся. Прилепили. Пометили тебя. Породы. Они такие более веслоухие и горбатые. Очень худенькие такие, да, они ребра торчат. Видите, так что на молоко туда. Опять же молоко. Я люблю молоко. После какой-то ночной смены, утомленный, а дома живет там. Hello. У нас первая остановка. Через час, как выехали с Паттайи. Туалет, кофейку попить, 7-Eleven. Гид у нас подсел в Паттайе, зовут его Аркадий. И всю дорогу рассказывает о культуре Таиланда, о тайцах. Гид, наверное, пират, потому что у него в правом ухе серьга. Это, конечно, шутка. Ко всех, даже для того, чтобы они предсказали судьбу его. Они увидели, что у него до своих 29 лет поиск просветления. Естественно, сами понимаете, раз он был все это было очень радикально. То есть, если увечен носил, то прям до полусмерти себя избивал. Также еще я скидом, на скиды занимался, не ел ничего, морил себя, можно сказать, голодом. Наклеечки, это номер телефона, если вдруг потеряетесь, но я надеюсь, что не потеряете, я буду вас тут контролировать всех. Один из трех божеств, которые там, да, Кришна, Вишну и Брахма. Он хоть и создатель миров, но он что-то там слишком много на себя, скажем так, одеяло потянул, и его не сильно любят. Хотя он и считается создателем. Пойдемте далее. Это индуизм. Вот тайцы, они такие, видите, они все религии себя внимают. Главное, чтобы помогал. Да? Подходит, значит и хорошо. Так, синего чертов смотри. Подходим. Потом будет время еще все фотографировать. Я вас покажу, где что, чтобы вы понимали, а потом дам свободное время. Я вам сегодня рассказывал про то, как Будда сидел и просветлялся под деревом Бодхи 30 дней, 30 ночей. Здесь, конечно, его уже визуализируют как просветленного, уже с третьим глазом на лбу, с длинными волосами. И видите, за ним как этот, ну у нас это называется, как там у святых, нимф или что там? Да, у них старенькая фотография какая-то. И вот там внизу уже цветная, то есть прошло там, да, 15-20 лет. Также вот здесь посмотрите, здесь видите очень много уже маленьких дополнительных урн. То есть изначально они, например, похоронили какую-нибудь бабулю или дедулю лет 200 назад там, да, и потом семью уже по чуть-чуть сюда тоже как прах добавляют, таким форматом. Все прах. Семейный. Как сейчас, это не так давно было. То есть его именно прям максимально отреставрировали, в 1867 начали и в 1927 закончили. То есть получается именно такого тоже рисуют. Это зарождение жизни, можно сказать, да, то есть как бы все мы как будто, как они считают, из яйца появились. По правую сторону от нас, видите, мистер с мечом из кувшинного стоит. Это черный принц. Черный принц его звали причиной того, что у него был очень темный оттенок кожи. Это еще был, он был рожден в 1545 году. Является первым освободителем от бирманского нашествия. Сейчас, когда сядем, я маленькую историю про него еще расскажу. Да? Петухов тоже видите? В честь него. Там был петушиный бой, сейчас я про него петушиный бой расскажу. Он одержал победу, освободил от бирманского нашествия, можно сказать, на несколько столетий королевства Аютаю. И поэтому является первым принцем, именно великим. Также по левую сторону от нас еще один мистер сидит, если посмотрите, вот здесь вот, да, на коленочках у него меч, видите? Это король Таксин, возможно, слышали про него. Получается, что он второй раз победил бирманцев. Именно после него бирманцы, поджав хвост, из Аютаи сбежали. Тоже маленькую историю, если успею, да, про него расскажу. Из-за того, что этот храм был построен изначально еще в середине 16 века, видите, вокруг него такие, как вот, ну, ступки тоже небольшие стоят. Видите, вот одна, вторая, третья.
Они как раз таки еще тех самых времен, то есть храм отреставрировали, и их немножко реставрировали, изначально были построены очень давно. Это еще из-за того, что как шумерское влияние камбоджийское, да, оказывалось на тогда еще Аютаю, и тут построили. Здесь мы с вами оставляем обувь, либо слева или с правой стороны, где хотим, снимаем головные уборы и заходим туда, все внутри фотографируем. Ну, интересно, Аркадий ходит, рассказывает все. Первая достопримечательность — храм. Будда стоит. Смотрите, это Будда Майтрея, Будда будущего. Считается, что именно так будет выглядеть Будда, который вернется к нам через несколько, ну, получается, тысяч лет. За ним по ступенечкам там можно подняться, как я говорил, там мощи, те самые частичка Будды находятся прямо за ним, поэтому можно подняться и все это разглядеть. Вокруг его ног, видите, блестящая такая мозаика, это итальянская зеркальная мозаика, то есть, естественно, не самый бюджетный вариант. Видите, обустроили его ноги. Сам Будда обклеен тоже другой итальянской мозаикой, уже не зеркальной, и также применялось практически кратное золото, то есть настоящим золотом также его дополнительно обклеили. И над ним, над головой, видите, ушница, это как у нас, ну, рисуют, да. День начинается с воскресенья, да, воскресенье, понедельник, вторник, у них две среды, среда до обеда и среда после обеда. В среду после обеда злые духи не велят работать, поэтому даже часть государственной организации в среду после обеда может быть закрыта. Четверг, пятница и суббота. Суббота, опять же, видите, если будете загадывать своим врагам здоровья, хотя мы как так врагу здоровья, надо наоборот его редиской назвать и чего-нибудь плохого нажелать. Но, когда мы желаем с нашим врагам здоровья, над нами образовывается защитный кокон Нага, вот такой капюшон из змеи, который нас дополнительно защищает. Это очень такой хороший буддийский желание. Это еще харпа, да? А это просто пятнистая рыбка. Но здесь белые самы. Они, конечно, не белые, а светло-розовые, так легкий оттенок, как и те самые белые слоны, которые считаются священными. Белый цвет — это признак просветления, скажем так, интеллекта, да, и благородных строей. Как люди, которые что-то могут видеть. Но буддизм называется обширное видение. То есть, когда люди видят чуть-чуть побольше, как какой-то Будда, да, у которого на лбу какой-то глазик был определенный, так и стеклянный шар. Он визуализируется либо в руке, вы сейчас сами видите там статую Будды, и в руке у него есть как раз таки жар. Махаяна — это конфессия, где считается, что можно просветлиться путем сострадания, то есть помогать каким-то людям вокруг, там, да, там подношения какие-то давать, таким форматом тоже можно достичь просветления. Здесь у нас ланка — это краснолицые якши. Якши — это демоны. Ну или как духи, они могут быть злые, могут быть добрые. Но раньше был злой, потом вот Харму сказали, стал добрый защитник, да, и делают подношения. Розовая фанта опять же сюда. Ну, Аркадий покажет скульптуры где-то минуты 3-4 рассказывает. Я целиком не снимаю весь его рассказ. Показываю все вкратце. А то фильм растянется там не на 1 час, у нас экскурсия на целый день. Так что все в общих чертах показываю. И можно, чтобы монах нас окропил святой водой, смыть все печали, невзгоды и проблемы. Опять же, не надо прям отмывать себя, там, да, как мы мочалку я буду трёпать. Это просто святая вода. Делаем подношение, подходим сюда, наступаем на кровь. Когда наступаете, он начинает прыгать. Прижимайте свои руки, вот так вот. Человек куда-то туда. Таким форматом мы смываем все свои печали, невзгоды, проблемы, все остается вот здесь, цивилизация утекает туда. И только хороший наш жизнь приходит. О, ё-моё! Нормально так окропился я. Аки святой стал. Так брызнуло прямо хорошо. Ой, чувствую просветление. Но освежило, жарко. Классно. Там парковка. Вот это что-то узенькое все. Вообще узенькое все. Сейчас мы поднимемся куда-то наверх. Туда вот.
какие-то трущобы, не знаю какие. Да вот, видишь, деревянные? Да. Не знаю. Это типа мощи Будды. Вот там лежат. Лестница, конечно, пипеса. Жестко, почти 90 градусов. Нам дали час свободного времени. Вот ходим туда-сюда, смотрим. Культура Таиланда, религия Таиланда. Жарища. บูชาที่ด้านหน้าให้เรียบร้อยสำหรับท่านไหนที่บูชาพานปูมานะคะก็ให้นำพานบูชาไปวางที่โต๊ะวางพานบูชา Делись впечатлениями, как тебе? Мне не понравилось. Не понравилось? А почему? Хрень полная. А? Хрень полная. Хрень? Вот такие мнения тоже есть. Не обозначили в программе, но ничего страшного. Если вам переспрашиваем, на всякий случай, чтобы потом указать. Вторая наша остановка — парк Люмпини. Че, пойдем смотреть, ну? Варанов за хвост дергаем. Да, тут, говорят, вараны ходят. Сказал, за хвост не дергайте, укусить могут, слюна ядовитая. А желание такое дернуть. Оригинальный магазин, где вы можете телефоны соизмерить, что-то еще такое там. Ай, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну вот он, красавчик, ползет. Да не бойся ты меня. Это, говорят, что маленький. Вот черепаха тут, рыбы внизу. Походу, рыбы в этом пруду немерено. Вижу, как вода бурлит. Удочку брать. Да, Саят, твой земляк. Че ты, не признал, что ли, братана? Они тут, говорят, вообще по всему городу, Бангкоку, в канализации живут в трубе. Вот, пожалуйста, вылез из каналей. Куда-то пошел. Красавчик. Ушел. Так, ребят, кормим только рыб птиц не кормим. Смотрите, по времени. Так, подождите, молодец, я сейчас скажу, потом кормим. Ну, ворон плавает. И рыбу сейчас увидите, она будет всплываться, рыбы очень много. О, рыба-то, Вы можете здесь все не скармливать, пойти дальше, там дальше тоже есть рыбки еще. Самое главное, что птиц не Тут бы кормят. порыбачить. Он сейчас к нам поплывет. А, греются на берегу. И раз, два, три, четыре. Вот интересней. Нет, тоже интереснее, чем по храмам ходить, по их, по буддистским. Прикольно, вараны. Не пугай животное. Ну, мощный повар. Это еще маленький. Да. Отходим. Ходим. Кстати, бегают они тоже очень быстро. Здоровый. Вороны каркают. Каркают как наши, но расцветка другая. Ну что, как тебе? Не противные. Противные? Настя? Не очень. Не очень? Не. Классные вараны. Конечно. Вот так вот, на вкус и цвет товарищей нет. Да, ну что, облизывайтесь, рыбаки. Вам бы здесь порыбачить. Пруд здоровый. Рыбы вон полно. Этих варанов тут дофига. Все берега завалены. Плавают, лежат, отдыхают, загорают. Везде вараны. Все, вараны. А его хлеб не интересует. Да. Я говорю, скота, стоишь в Бангкоке, рыбок кормишь. Ну, парк большой. Парк большой. Все, наше прогулочное время кончилось. Ну как вам парк-то? Ну, нормально, красиво.
Нормально, красиво. 100% 20. Да? Так вот. Сейчас поедем на другой объект. Какое дерево? Все небоскребы, здания все высокие. Памятник Раме VI. Вот он этот парк и построил. Не, ну классно. Высота такая. Сейчас спустимся в их метро, я так понимаю. Ну, зашли в торговый центр, сейчас будем подниматься на смотровую какую-то площадку сверху. Точнее в лифте. Ну вот она смотровая площадка, вид на Бангкок. Не, ну конечно классно. Супер. Как бы голову задрать! Обалдеть! Как тебе? Красиво. Согласен. Это большой торговый центр. Много чего продается. У нас все время ограничено. Нам говорят вот полчаса, потом бегите вниз, встречаемся там-то. То есть, как бы, вот не знаешь. Тут ничего не походишь, не посмотришь, в принципе. Все быстро, быстро, быстро. Так, походу, модно сейчас. Раз, кому-то рваный. Новые. Снова все собрались. Сейчас едем одну остановку на метро до какого-то Маханакора. И там что-то еще будет показывать. Не знаю что. Прокатимся в тайском метро. Что ты говоришь, Саят? 5 станций надо Ну, прохладно. Оу, не теряйся там. Смотри сюда, ну. Все, движ. Все пешком. И сейчас собираемся обратно здесь. Этого времени за глаза, чтобы поесть. Вот опять ходим по Китайской кладбище, вот он забыл. Привет. Привет. Расскажи, куда мы поднимаемся? На смотровую площадку на 74 этаж. Там еще стеклянный пол. Да, на 78-м. На 78-м. Какая высота-то? 314 метров. Обалдеть. А самая высокая это в Японии, 340. Вот так вот. Классный лифт. Ну, такой же был. Как в Дубае. Ой, ушел закол стал. Скоростной. Твою ж мать, мы поднялись на смотровую площадку. Обалдеть. Вот это видок на Бангкок. Обалдеть. Обалдеть. Вот это вид, не знаю, передает ли камера, но это просто обалдеть. Здоровый город. Я не знаю, как я выйду на стеклянный пол, конечно. Мне надо ноги затрясутся. Бангкок.
Видок, конечно, обалденный вообще. Просто супер. Как вам видок? Опа. Это не Дубай, конечно, не Дубай. Не Дубай? Нет. Лучше? Здесь, да. Опа, видишь, Саят? Ты говорил Дубай. А что это? Ты Ну, посмотри. круче здесь. Так там Дубай-то ты видел сколько? Это вот столько там. Вот как до тех башен. И все, он закончился. Ну вот как бы высота, на которой мы. Так, мы-то где? Ой, даже не знаю, где мы есть. Вот этот? А вот наша высота. Получается 314 метров. Город просто здоровый вообще. Вот ребята сказали, были в Дубае. Конечно, больше Дубая в разы. Я в Дубае не был, Лида не была. Ну, классно. Поднимаемся туда, где есть стеклянный пол на такой высоте. Туда надо зайти без башмаков, говорят. Я не знаю, бахила, да, не знаю, зайду ли я, в Оголе, зайду ли я. Ну, уже вылезли на крышу. Тут жарко. Можно покушать. Посмотрите масштабы. Обалдеть. There's no glass, so you just looking directly over. I was like, oh. Yeah, but the most time today is one. What are we on? 12K stuff? We are at over 12K. Oh wow. Yeah, there you go. Good exercise though. Oh, I'm dying. Да, классно. I wasn't really. Настена сидит. Ну как тебе? Классно, главное вниз не смотреть. Нет, ты посмотри вниз, Нет, посмотри. спасибо. Я боюсь высоты. Сейчас одеваем бахилы. Потрогайте мой пульс. Охренеете. А если у меня сердце становится? Не надо, лучше не ходи. Че, пошел? Давай. Давай. С деньгами, с документом уйду. Ой. Без Посмотри, это классно. Лида зашла. Ну как тебе? Кстати, туда надо не смотреть. Смотри давай. Если сидеть, то ничего. Посмотри вниз. Внизу 314. 314 метров внизу. И обратно. Сейчас стекло треснет. На фотках будем смотреть. Сейчас Саня. Вот так и попрощаемся. No job. If you want job, you job. Don't job? No job. Окей. Ну, вы, уважаемые зрители, сами все видели, какой это вид. Супер. Стоило того нет, решайте сами. Ну, сейчас еще будет лазерное шоу. Идем смотреть. Это лазерное шоу.
Заходите. Вперед. Стеклянные. Классно? Еще один зал. Возьми под ногами, как оно. Оп, оп. Не, Настя, куда мы ходили, там было круче, конечно, в разы. Там как в аватар попадаешь. Ну, прикольно. Это не экран, это пленки. Там в галерее было лучше. Но здесь тоже красиво. Ну как, классно? Очень. Это классно. Да. Сначала язык войны туда настроение чувствует. Классно. Ну, на парашюте летает. Тренажер. 3D. Господи, а. Мне ее покормить охота, конечно. Сейчас заплачу. Сейчас у нас будет еще одна локация, торговый центр. Едем туда. Я потеряла. Да? Идем вот на такую лодочку. Куда-то сейчас поедем. Приехали к торговому центру. Вон он, походу. Тот же. Получается, что в 91 году был кризис, и якобы здание там банкротилось, это здание достроили, деньги пошли, а том до хана. 317 метров. Но Маханакон 314, но мы стояли на высоте 314, а здесь, получается, последний этаж будет метров на 20 ниже. Так что это не сам. Выбрали сегодня на самую высокую точку. Ну, в общем, опять свободное время. Сейчас будем шляться по этому торговому центру. Торговый центр просто огромный. Даже не знаю, сколько здесь этажей. Пипец, вот такое небо там. Ну, Лида увидела надпись «Сейл», естественно, побежала. Че, глаза-то разбежались? В разные стороны. Да, шматья-то всего интересного тут много, конечно. Кто любит шопиться, тут, да, Клондайк. Ой, тут вкуснятина всякая. Тут, походу, тоже кушают. Это мы ниже опустились. Ни конца, ни края, короче, тут. Время уже 18:03.
А в связи с тем, что мы все время бегаем, все бегом-бегом, мы даже не обедали. Хотя обещают нас накормить это по ужинам, шведский стол. Неправильно выразился. Хочется что-нибудь перекусить немножко. Червяка сейчас заморим. Араш, что, проголодался, да? Есть такое. Что такое покупаешь? Башмак какой-то, ну? Тут. Ничего, сегодня где-то Лео нашли. А вот тут магазин. Это что? А, 40 бат. Вот Я тоже хочу. Зачетное видео. какие-то вафли, да? Вафли, типа как бы... Что такое, а? Вафли из кокосового молока. Ну, тайцы сидят, кости гладают. Там же и мясо было. Ну да. Какой фонтанчик. Да, красиво, конечно, красиво. Ну, сейчас уже стемнало, вот какого-то, ну, поющие фонтаны. Посмотрим, а потом на какой-то кораблик пойдем, там, на лодку. Там вот шведский стол будем ужинать. Но мы, правда, уже так наелись даже уже, без обеда. Как оно? Прекрасно. Ара опять недоволен, ну? Фонтаны у нас в Ереване второе место занимает. А первое в Дубае. В общем, мы сейчас будем 2 часа кататься на лодке большой по реке Чау-Праян. Чау-Праян, возможно, правильно, неправильно. Самая главная река. Да, Бангкоке. Ну вот на такой посудне мы пойдем по этой реке. И вот так вот сейчас будем кататься по этой речке. По вечернему Бангкоку. Как обещали, шведский стол. Наливается в саночек. Окей. Ну да. Приятного аппетита, что ли? Sing together. Happy birthday to you. Ну как тебе? Отлично. Круиз супер. 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 Суши, рыба красная, пироженки разные, фрукты. Очень вкусно. Всего много. Бери сколько хочешь.
got nothing to lose. I can wait no more. I can wait no more. She got me. I wanna be gold digger and live gold digger and dance gold digger and I have gold digger and not shallow. We not shallow. But you meant to know that. В общем, круиз наш закончился. Увидимся скоро. А на этом мы с вами прощаемся. До новых встреч!